Это действительно выдающийся режиссер, человек, который изменил все документальное кино в мире. У него очень много последователей сегодня в мире, в американском кино, в европейском. Но в свое время это была революция в мире документального кино, его подход к тому, как делать документальное кино. Чтобы вы понимали, насколько этот человек, Артаваз Пелешян, крупная величина, я вам сейчас расскажу один пример, связанный с вашей страной, с Францией. Несколько лет назад съемочная группа из Армении снимала телевизионную передачу во Франции. И в том числе они были в замке Иф. Они хотели там провести видеосъемку, и им сказали, что видеосъемки в этом замке запрещены вообще, департаментом культуры не разрешаются. Ну, армяне по характеру такие люди, что даже когда им говорят «нельзя», они думают, что, наверное, можно. И они попросили связаться по телефону с руководителем департамента культуры. Сотрудники замка Иф, там музей, я насколько знаю, они сказали, ну это как, зачем это делать? Но армяне очень были настойчивы, и он позвонил. У них был минутный разговор, после чего они передали трубку сотруднику музея, и руководитель департамента сказал, они могут снимать все. Когда сотрудник музея спросил, почему, ведь это же никому не разрешается, он сказал, потому что они армяне, и это соотечественники Артавазда Пелешяна. Вот настолько Артавазд Пелешян был важной фигурой для руководителя департамента конкретно этого культуры и вообще настолько большое его влияние, что он открывает дорогу другим людям в их деятельности. Во-первых, когда мы говорим, что Пелешян произвел революцию в мире документального кино, я хочу пояснить, о чем речь. Он изобрел так называемый дистанционный монтаж. Что это означает? Обычно, когда мы смотрим в кино, сцены в фильме следуют друг за другом в некоторой логической последовательности. Рядом стоят сцены, которые имеют отношение друг к другу для того, чтобы логику рассказа сохранить. То есть режиссер всегда стремится важные сцены, связанные друг с другом, приблизить друг к другу. Пелешян поступил иначе. Он самые важные сцены старался как можно больше друг от друга отдалить. За счет этого он получал невероятное эмоциональное напряжение и ожидание в своих фильмах. И самое главное, это не кино в том понимании, в котором мы привыкли его видеть. Вот взял человек камеру, оператор, режиссер пошли, сняли, смонтировали. Нет, это не так делалось. Пелешян на самом деле это художник. И вместо красок он использует кадры, реальные кадры из жизни, причем и те, которые снимал он, и те, которые он находил в архивах. И для него было неважно, где, когда, при каких обстоятельствах был снят этот кадр. Главное, что он мог передать некие эмоции. Фильм снят в 1969 году. Уже прошло почти 60 лет, казалось бы, фильм старый. Но до сих пор я не могу, например, найти примера другого фильма, который так хорошо показывает то, кто мы и какие мы. Все, что вы увидите в фильме, практически все актуально и сегодня. И если для этого надо было обратиться к архивным кадрам, которые даже не очень высокого качества, то это было оправдано, потому что он смог через это передать свое отношение к своему народу. У Пелешяна не так много фильмов. Каждый из этих фильмов требовал много лет работы, поиска необходимого киноматериала до съемок и долгий-долгий монтаж. И все эти фильмы, они о человеке вообще. Только фильм «Мы» посвящен армянам, армянскому народу. А все остальное – это о том, как в жизнь человека, например, приходят революции. Например, у него есть фильм о том, как пастухи уходят в горы
и проводят там много-много месяцев наедине с природой и животными. Это поэзия гор, пастухов и этих овечек, которых они пасут. Это огромное полотно, собранное под времена года Вивальди. И у него есть совершенно изумительный фильм, большой, длинный, почти час длится, о том, как человек, вообще человек, хотел полететь в космос. Фильм про космос называется «Наш век». И когда люди разных национальностей смотрят этот фильм, они себя чувствуют одной маленькой семьей, потому что это наша общая мечта была – оторваться от Земли, взлететь, а потом улететь далеко от нашей планеты. И когда кто-то из людей мог это сделать, радовались все. Поэтому обратите внимание на его деликатное отношение к людям, потому что это и есть соль и смысл жизни, потому что из них состоит жизнь, из них состоит все.